Американские военные нанесли удары по иранским кораблям, которые якобы расставляли мины в Персидском заливе. Иран же заявил о сбитии американского беспилотника. Но переговоры продолжаются. Либо это будет хорошая сделка, либо не будет никакой, прокомментировал переговорный процесс с Ираном Марко Рубио. Массовая эвакуация из пригорода Бейрута. Тем временем израильские СМИ сообщают о госпитализации Биньямина Нетаньяху. Страны Квад объявили о запуске новых инициатив в сфере энергетической безопасности и поставок критически важных минералов. В Москве снова предупреждают посольство и предлагают, пока есть время, выехать из Киева. В Евросоюзе ответили и назвали эту риторику вершиной лицемерия. Лукашенко предложил, Зеленский встретился со Светланой Тихановской. В Бангладеш принесут в жертву Аллаху буйвола по кличке Дональд Трамп. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США нанесли удары по иранским целям. Центральное командование Соединенных Штатов заявило, что американские силы атаковали ракетные пусковые установки и катера в провинции Хормазган. По данным иранского агентства Фарс, взрывы слышали в портовом городе Бендер-Аббас, а также в районах Сирик и Джаск на побережье Персидского залива. Причины детонации официально сначала не назывались. Позже представитель Центком Тим Хокинс подтвердил каналу Fox News. Удары нанесли американские военные. В Вашингтоне утверждают, что операция была оборонительной и проводилась для защиты сил США от угроз со стороны Ирана. Среди целей, по словам американской стороны, были ракетные позиции и катера, которые якобы пытались установить морские мины. Военные силы нанесли удары по пусковым ракетным установкам и катерам на юге Ирана. Центральное командование США заявило, что это были удары в целях самообороны. Удары были нанесены в районе Бендер-Аббаса, где расположена главная военно-морская база Ирана. Источники сообщают, что американские удары уже завершены и носили оборонительный характер. Они были попыткой сорвать прекращение огня. Но ранее сегодня президент Трамп заявил, что переговоры с Ираном, цитата, «идут хорошо». Однако предупредил, что война может возобновиться, если соглашение не будет достигнуто. При этом в Центком подчеркнули, что продолжают действовать сдержанно, несмотря на сохраняющееся напряжение и действующий режим прекращения огня. Они не могли представить, что наши вооруженные силы, наша оборонительная мощь и наша наступательная система способны на такие действия. Для них всех это стало полной неожиданностью. Иран и США продолжают переговоры о возможном соглашении, однако стороны одновременно обмениваются жесткими заявлениями. По данным агентства Тасним, Тегеран требует от Вашингтона разблокировать 24 миллиарда долларов в рамках обсуждаемого 14-пунктного меморандума. Иран настаивает, чтобы половина суммы была переведена сразу после объявления соглашения, а оставшиеся средства в течение 60 дней. Источник, близкий к переговорной группе, сообщил, что визит спикера парламента Ирана Мохаммада Багира Галибафа в Катар был связан с обсуждением механизма получения первого транша в 12 миллиардов долларов и доступом к замороженным иранским активам. При этом в Тегеране продолжают обвинять Вашингтон в непоследовательности. Это не первый раз, когда мы наблюдаем подобные противоречия. На самом деле, одной из проблем в наших переговорах являются именно эти несоответствия и противоречия в их поведении. Это не новая проблема. С уверенностью в наших вооруженных силах на местах и в присутствии народа, а также с доверием к нашей дипломатической команде, особенно с участием доктора Галибафа, который многие годы был военным командиром и хорошо знаком со сферой дипломатии, мы надеемся, что предпринимаемые шаги и принимаемые решения будут отвечать интересам иранского народа и приведут к прочному миру в регионе. В конечном итоге, если будет угодно Богу, регион освободится от состояния нестабильности. Корпус стражей Исламской революции также сообщил, что силы ПВО страны якобы сбили американский беспилотник МК-9 после его входа в воздушное пространство Ирана. Кроме того, в КСИР заявили, что открывали огонь по беспилотнику РК-4 и истребителю F-35, вынудив их покинуть район. В заявлении отдела по связям с общественностью КСИР говорится, террористическая армия США, продолжая свои интервенционистские авантюры и агрессивные действия в регионе Персидского залива, вошла в воздушное пространство Ирана в целях защиты территориальной целостности страны, и после точного разведывательного наблюдения подразделения ПВО КСИР обнаружили и сбили беспилотник МК-9. Исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид Ибн Аль-Реза, в свою очередь, заявил о способности иранских военных наносить серьезный ущерб современной авиации, включая F-35. Во время войны Рамадана мы получили технологию, которая позволила поражать около 210 самолетов противника.
И, конечно, с позволения Аллаха и по их собственному признанию, только этим мы смогли нанести врагу ущерб более чем на 7 миллиардов долларов. Например, уничтожение вражеских самолетов-невидимок стало одной из задач, поставленных перед нашими специалистами оборонной промышленности с самого начала войны Рамадана. Менее чем за 10 дней мы освоили технологию, позволившую наносить серьезный ущерб самолетам F-35 и другой современной авиации противника. Также верховный лидер Ирана Моджтаба Хосейни Хаминеи заявил, что США больше не будут иметь безопасного места в регионе для размещения своих военных баз. Тем временем президент США Дональд Трамп пока комментирует ситуацию сдержанно. После последних событий он опубликовал короткий пост со словами «Мир через силу». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного судоходства. В Вашингтоне считают неприемлемыми любые ограничения или введение платы за проход через этот маршрут, который считается одним из ключевых для мировых поставок нефти. Также Марко Рубио сообщил, что США продолжают обсуждение возможного соглашения с Ираном. Однако на согласование условий может потребоваться еще несколько дней. Проливы должны быть открыты. Они будут открыты так или иначе. Поэтому они должны оставаться открытыми. То, что там происходит незаконно, это противозаконно, это неприемлемо и неустойчиво для мира. Я не знаю ни одной страны в мире, которая поддерживала бы подобное. Россияне не поддерживают систему взимания платы, китайцы не поддерживают систему взимания платы, и ни одна страна в мире не поддерживает такую систему, кроме режима в Иране. Это неприемлемо. Такого не должно происходить. Проливы должны быть открыты, без препятствий и без пошлин, и, очевидно, это должно произойти немедленно, как только они на это согласятся. Наша позиция хорошо известна. Президент провел очень важный, я бы сказал, исторический разговор всего пару дней назад с рядом лидеров региона. Я думаю, есть серьезное совпадение позиций и понимание того, как должен выглядеть предварительный проект. Но, как и в любом подобном процессе, потребуется несколько дней, чтобы согласовать все, вплоть до разногласий по отдельным словам и предложениям. Нам придется через это пройти. Если сделка состоится, нам придется все это согласовать. Но либо это будет хорошая сделка, либо ее не будет вообще. Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить доступ к международному интернету после почти 3-месячного общенационального отключения. По данным иранских СМИ, решение поддержал весь кабинет министров, а вернуть связь обещают уже в ближайшие сутки. Согласно данным мониторингового проекта NetBlocks, интернет в Иране отсутствовал 87 дней. Это самый длительный общенациональный шатдаун за всю историю наблюдений. Ограничения ввели в начале войны с США и Израилем, которая началась в конце февраля. Еще раньше власти уже отключали интернет на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса. Под председательством господина доктора Арефа было создано специальное управление по организации киберпространства. После многочисленных заседаний этот штаб вчера пришел к выводу, что необходимо возобновить работу интернета. Вчера распоряжение господина президента было направлено в Министерство связи. Мы надеемся, что в ближайшие дни, если Бог даст, сможем быстро вернуть людям это их законное право. По данным издания The Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в больницу Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме. В офисе главы правительства заявили, что речь идет о стоматологическом лечении. Сообщение появилось после публикации в израильских СМИ о госпитализации 76-летнего премьера. Как пишет The Times of Israel, состояние здоровья Нетаньяху в последние месяцы находится под пристальным вниманием общества после сообщения о лечении рака простаты. Издание также напоминает, ранее Нетаньяху сообщал, что проходил лучевую терапию из-за злокачественной опухоли. Кроме того, в последние годы ему устанавливали кардиостимулятор и проводили несколько операций. Жители южных пригородов Бейрута ночью начали массово покидать свои дома после новых ударов Израиля по югу Ливана. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Люди пытались выехать как в центр столицы, так и в южные районы страны. На улицах наблюдался хаос, а движение практически не регулировалось. Израильские военные ранее призвали жителей ряда населенных пунктов на юге Ливана срочно эвакуироваться. Израильские СМИ сообщили, что армия наносит удары по объектам группировки Хезболла. В Министерстве здравоохранения Ливана заявили, что с начала марта в результате израильских атак погибли более 3000 человек. Еще свыше 9000 получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что интенсивность ударов по Ливану и будет усилена для, цитата, «разгрома Хезболлы». Несмотря на действующее с апреля соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, стороны продолжают обмениваться ударами практически ежедневно. Госсекретарь США Марко Рубио завершил визит в индийский штат Раджастхан и вернулся в Нью-Дели, где принял участие во встрече министров иностранных дел стран КВАД, США, Индии, Японии и Австралии.
Переговоры были посвящены вопросам безопасности, устойчивости цепочек поставок и сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар заявил о необходимости совместно решать проблемы логистических и инфраструктурных узких мест, а также зависимости от отдельных поставщиков ресурсов. На глобальном уровне нам необходимо решать такие вопросы, как устойчивость цепочек поставок, узкие места в транспортной и коммуникационной связанности, концентрация производств и ресурсов, а также нехватка критической инфраструктуры. Каждый из этих факторов — новый аргумент в пользу большего числа партнерств, более устойчивого роста и реализации потенциала технологий. В свою очередь Марко Рубио подчеркнул, что страны Квад намерены перейти от обсуждений к практическим действиям в сфере энергетической безопасности, свободы судоходства и поставок критически важных материалов. Нашей общей целью за последний год было превратить этот формат из площадки, где мы встречаемся и обсуждаем проблемы, в формат, где мы действительно что-то делаем. Мы все хотим, чтобы Квад был настолько сильным и эффективным, насколько это возможно, сосредоточенным на практических результатах, и мы намерены сохранять его динамику. Переговоры Квад проходят на фоне обсуждения возможной сделки между США и Ираном, которая должна положить конец трехмесячному конфликту и привести к открытию Ормузского пролива. Каждая из 4 стран, представленных здесь сегодня, обладает уникальными возможностями, которые вместе мы можем использовать для решения некоторых из наиболее серьезных проблем, стоящих перед миром. Будь то гуманитарное реагирование, энергетическая безопасность, свобода навигации или необходимость диверсифицировать поставки не только энергии, но и критически важных минералов и цепочек поставок. После переговоров с министрами 4 стран США и Индия подписали рамочное соглашение о расширении сотрудничества в сфере критически важных минералов и цепочек поставок редкоземельных металлов. Эта рамочная договоренность направлена на углубление нашего сотрудничества по всей цепочке поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, включая добычу, переработку, утилизацию и связанные с этим инвестиции. Это, безусловно, поможет укрепить устойчивые и диверсифицированные цепочки поставок. Соглашение также позволит нам сотрудничать в вопросах финансирования и эффективного управления критически важными минералами и ломом. Потому что у нас есть общий стратегический интерес. Такие инновационные экономики, как наши, не могут позволить себе зависеть в вопросе базовых материалов для этих отраслей от монополий с единственным источником поставок, которые могут использовать это не только во время конфликтов, но и как инструмент давления, противоречащий нашим суверенным национальным интересам. Страны Квад объявили о запуске новых инициатив в сфере энергетической безопасности и поставок критически важных минералов. Решение приняли на встрече глав МИД в Нью-Дели. Мы объявим о создании рамочной программы Квад по критически важным минералам, которая станет ориентиром для каждого из нас в использовании инструментов экономической политики и координированных инвестиций для укрепления цепочек поставок критически важных минералов, включая добычу и переработку, а также переработку вторичного сырья из критически важных минералов. В вопросах энергетической и топливной безопасности мы объявим об инициативе Квад по энергетической безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, которая поможет укрепить устойчивость региональной энергетики. В рамках этой инициативы партнеры будут работать над определением направлений сотрудничества в области технологий, управления и политики, анализа международных рынков и проведения учений по реагированию на чрезвычайные ситуации. Что касается вопроса морской безопасности, здесь есть 2 крупных объявления. Первое — запуск инициативы Индо-Тихоокеанской корпорации морского наблюдения, которая будет использовать возможности морского наблюдения каждой из наших стран в Индо-Тихоокеанском регионе для расширения обмена информацией. Связанным с этим шагом также является расширение инициативы мониторинга морской обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе, которая предоставляет и может предоставлять странам по всему Индо-Тихоокеанскому региону данные коммерческого мониторинга морской обстановки практически в режиме реального времени. Я очень рад, что в результате работы, которую наши команды проделывали в преддверии этой встречи, а также наших сегодняшних переговоров, у нас есть реальные, конкретные и достижимые результаты, которые мы можем представить нашим странам и всему миру. Также страны анонсировали инфраструктурный проект «Порты будущего» на Фиджи. Сегодня мы также объявляем о самом масштабном обязательстве Квад в отношении Тихоокеанского региона через партнерство Квад «Порты будущего».
в рамках которого мы запускаем пилотный проект портовой инфраструктуры на Фиджи. И я была на Фиджи всего пару недель назад и знаю, насколько это важно для этой страны. Это практическая демонстрация нашей коллективной способности обеспечивать создание качественной и устойчивой инфраструктуры в партнерстве с регионом и в ответ на приоритеты тихоокеанских стран. Учитывая значительное влияние ситуации в Иране на Индо-Тихоокеанский регион, особенно в вопросах поставок энергии, мы подтвердили важность дипломатических усилий, направленных на обеспечение свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив, а также стабильности на Ближнем Востоке. Инициатива по энергетической безопасности, нацеленная на обеспечение стабильных поставок энергии для Индо-Тихоокеанского региона, появилась в крайне подходящий момент. Мы намерены координировать ее с азиатским партнерством по устойчивости поставок энергоресурсов, рамочным механизмом сотрудничества, который продвигает наша страна для закупки ресурсов, включая сырую нефть и нефтепродукты. Тайвань заявил о завершении второго за неделю китайского патруля боевой готовности вокруг острова. При этом в Тайбэе сообщили, что продолжают отслеживать действия китайских военных в западной части Тихого океана, в том числе авианосной группы «Леонин». Согласно нашей информации, совместный патруль боевой готовности уже завершен, и мы способны отслеживать все связанные с ним события. Кроме того, авианосец «Леонин» сейчас действует в западной части Тихого океана, и мы продолжаем использовать разведку, наблюдение и средства слежения для мониторинга его активности. Что касается военной активности Коммунистической партии Китая, мы будем своевременно публиковать соответствующую информацию, учитывая как военную безопасность, так и право общества быть информированным. По данным тайваньского Минобороны, за последние сутки вокруг острова были зафиксированы 7 кораблей ВМС Китая, одно правительственное судно и 29 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая. Из них 24 пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в воздушное пространство северной, центральной, юго-западной и восточной частей острова. Сейчас Китай, особенно после встречи Трампа и Си Цзиньпина, а также с учетом еще 3 запланированных встреч между ними в этом году, намеренно снижает напряженность. Но военные действия Пекина превратились в демонстрацию силы, то, что в международной политике называют демонстрацией флага, без проведения полноценных учений. Китай просто продолжает развертывание сил. Разница между этим и военными учениями очень незначительна. Пекин все равно может посылать нужные сигналы и, вероятно, продолжит действовать именно так. На угрозы Сергея Лаврова о возможных ударах по Киеву и призывы эвакуировать иностранных дипломатов ответили в Евросоюзе. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что европейские дипломаты продолжают работу в украинской столице, несмотря на предупреждения Москвы. Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, призывая нас покинуть Киев. Но мы никуда не уходим. Сегодняшнее заявление Российского Министерства иностранных дел — это вершина лицемерия. Режим, который годами бомбит жилые дома, музеи, роддома, школы и электростанции, теперь внезапно заговорил о международном гуманитарном праве и Женевских конвенциях. Тот самый режим, который каждую ночь запускает ракеты и дроны по мирным жителям, теперь предупреждает других держаться подальше. Мы прекрасно понимаем, что это значит. Россия хочет страха, паники, изоляции Украины. Но это не сработает. Европейский Союз никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций — это не признак силы, это признак отчаяния. Чем агрессивнее и угрожающе ведет себя Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает, ему не сломить стойкость Украины и поддержку ее партнеров. Киев стоит, Украина стоит, и мы тоже. Заявление Сергея Лаврова о систематических ударах по Киеву, сделанное накануне, сегодня публично повторили сразу в Кремле и МИД России. Дмитрий Песков и Мария Захарова подтвердили, что Москва рассматривает новые удары по объектам, связанным с украинским ВПК и центрами принятия решений. Пока мы такой информацией не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителя Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы. Возвращаясь к предупреждению МИД об ударах по Киеву, там говорится, что они будут системными. И значит ли это, что они будут ежедневными или повторяться с какой-то периодичностью? Может быть, вы сможете сказать какие-то детали? Системность — это же не периодичность. Это не равняется периодичности, системность. Собственно, в заявлении МИДа все исчерпывающе было сказано.
Но вы меня еще карту попросите заранее опубликовать. Мы предупредили не только граждан Украины, жителей Киева, мы предупредили всех, в том числе и представителей зарубежных стран, их дипломатические миссии, граждан этих стран, всех стран мира, о том, что будут системно наноситься удары по соответствующей инфраструктуре, которая связана с военно-промышленным комплексом, центром принятия решений и всеми теми точками, из которых исходит угроза. Угроза не теоретическая и не только практическая, а именно террористическая, необузданная, в каком-то, понимаете, кровавом угаре осуществлять еще больше чудовищных терактов в отношении мирных граждан. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Киеве, где собрались представители 24 стран, прокомментировал недавние слова Александра Лукашенко о том, что президентам Украины и Беларуси уже пора встретиться. Недавно Лукашенко сказал, что президенту Украины и Беларуси уже пора с ним встретиться. Интересно получилось, сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская. Рады вас видеть, Светлана. Позже Владимир Зеленский провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая накануне прибыла в украинскую столицу. Во время переговоров Зеленский заявил, что Россия пытается еще глубже втянуть Беларусь в войну против Украины. По словам украинского президента, Украина никогда не была угрозой для Беларуси. Он также поблагодарил белорусов, которые поддерживают Украину, и выразил надежду, что в будущем между двумя странами снова будут добрососедские отношения без влияния Москвы. В турецком Измире сотни сторонников оппозиционной республиканской народной партии вышли на протесты после решения суда об отстранении лидера партии Озгюра Озеля. Акция переросла в столкновение с полицией. Для разгона толпы правоохранители применили водометы. Несмотря на запрет губернатора на проведение шествия в центре города, демонстранты все же собрались на улицах Измира, одного из главных оплотов оппозиции в Турции. Позже участники акции переместились на другую площадь, где митинг уже был согласован местными властями. Там перед сторонниками выступил сам Озгюр Озель. Поводом для протестов стало решение суда, которое отменило результаты съезда Республиканской народной партии 2023 года. Тогда Озель был избран председателем партии. Суд сослался на нарушение процедуры и восстановил в должности бывшего лидера Кемаля Кылычдароглу. В самой партии это решение назвали политически мотивированным и заявили о давлении со стороны властей. Северная Корея во вторник, 26 мая, запустила неопознанный снаряд у западного побережья страны. Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Если подтвердится, что речь идет о ракетном запуске, это станет первым таким испытанием с 19 апреля, когда КНДР провела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности. В Пхеньяне тогда заявили, что ракеты были оснащены кассетными боеприпасами. В начале апреля Северная Корея также сообщала об испытании новой кассетной боеголовки для баллистической ракеты и электромагнитного оружия. По мнению аналитиков, таким образом Пхеньян пытается продемонстрировать способность вести современную войну. На одном из символов Эдинбурга, холме Артур-Сид, вспыхнул масштабный пожар. Огонь распространился по склонам потухшего вулкана, который считается одной из главных туристических точек шотландской столицы. По данным пожарно-спасательной службы Шотландии, сообщение о возгорании поступило вечером 25 мая. На место прибыли пожарные расчеты и полиция. Для оценки ситуации над районом также кружил полицейский вертолет. Из-за пожара правоохранители перекрыли часть пешеходных маршрутов вокруг холма. На кадрах видно густой дым и очаги возгорания на склонах Артур-Сид, а также работу экстренных служб у подножия. Артур-Сид находится в парке Холлируд, рядом со зданием парламента Шотландии и знаменитой Королевской милей. Высота холма составляет около 250 метров над уровнем моря, и это одно из самых популярных мест для прогулок и панорамных видов на Эдинбург. В Бангладеш перед праздником Ид-аль-Адха внимание местных жителей привлек редкий буйвол-альбинос по кличке Дональд Трамп. Животное получило такое прозвище из-за светлой шерсти на лбу, которая напомнила местным жителям прическу президента США Дональда Трампа. Хозяин буйвола рассказал, что приобрел его 2 месяца назад для традиционного жертвоприношения на праздник. После появления фотографий в соцсетях к дому владельца начали приходить многочисленные посетители. Буйволы-альбиносы считаются редкостью в Бангладеш, поэтому необычный окрас животного вызвал повышенный интерес накануне праздника.
Я купил этого буйвола 2 месяца назад. Главная цель покупки — угодить Аллаху, то есть принести его в жертву ради Аллаха. Сейчас он стал вирусным в интернете, и из-за этого вокруг такой большой интерес и огромные толпы людей.